Абрау-Дюрсо находится в 14 километрах к западу от Новороссийска, с которым соединено шоссейной дорогой, и в 5 километрах к северу от побережья моря. Селение расположено на берегу горного озера Абрау, у места впадения в него одноименной речки Абрау. Еще немного западнее, с небольших гор, в сторону Черного моря течет река Дюрсо. Название Абрау-Дюрсо стало знаменито благодаря производству здесь игристых вин. Место, где расположено село, одно из самых живописных. Это мое посещение Абрау пришлось на первую половину октября, а это золотая осень, когда еще не опавшая листва с деревьев и кустарников окрашена в невероятно сочные цвета. Абрау-Дюрсо была основана в 1870 году по указу начальника Черноморского округа генерал-майора Пиленко и являлась тогда удельным имением царской семьи. В 1920 году на основе бывшего царского имения был создан винодельческий совхоз Абрау-Дюрсо. Совхоз и завод Абрау-Дюрсо были выделены в отдельный населенный пункт, рабочий поселок, 23 июня 1948 года. В конце 2000-х годов поселок городского типа Абрау-Дюрсо преобразован в село. В настоящее время завод шампанских вин Абрау-Дюрсо является крупнейшим предприятием в России по выпуску игристых вин классическим и резервуарным методом. Про озеро Абрау и о легендах про его возникновение я расскажу в ближайшем своем ролике на этом канале. И если кому интересно узнать что-то новое, то подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. На территории центра винного туризма Абрау-Дюрсо расположен пропитанный духом творчества арт-базар. Здесь продают поделки, в основном сами их создатели. И чего здесь только не увидишь, аж глаза разбегаются. Каждый раздел арт-базара имеет свою тематику. Игрушки ручной работы, разукрашенная посуда, глиняные горшки и кувшины для подачи вина на стол, памятные монеты, всевозможные фигурки и зверьки ручной работы из дерева, куклы и матрешки. Меня, как кулинара-любителя, заинтересовал отдел кухонной посуды из дерева, в том числе из ценных пород дерева. Кстати, перейти на мой кулинарный канал можно по подсказке вверху справа. Посуда интересна и тем, что имеет зачастую непривычную для глаз горожанина форму, а именно где-то автор использовал особенности куска дерева, из которого он сделал эти чаши. О цене говорить не буду, потому что это не столько посуда, сколько произведение искусства. Помимо больших чаш, в которых, например, можно было бы красочно вымешивать тесто, в этом отделе представлено и много мелкой посуды различного назначения. Среди них множество солонок с крышечками, посуда для хранения сахара и сыпучих продуктов, красивые разделочные доски, ступки с венчиком для перемалывания специй в зернах или крупной соли, деревянные поварешки с резными ручками, тоже произведение искусства, венчики для меда и еще многообразие ступок для специй, разделочных досок с интересной структурой дерева, опять солонки и соусницы. Здесь же рядом расположена и арт-мастерская. Дальше двигаемся к фонтану «Царь» бутылка шампанского. Сделан он из бутылок шампанского, рядом довольно-таки большая для сельской местности площадь, к тому же с баскетбольной площадкой, правда на брусчатке, может быть во время соревнований застилает чем-то более приемлемым. По краям площади расположены всевозможные здания и магазины. Говорят, что на сам завод и его подвалы экскурсии не водят, чтобы не влиять на созданный там природой микроклимат. А где-то тут есть муляж завода, где туристам рассказывают о том, как производятся шипучие вина. И опять небольшое отступление о красотах золотой осени. Посередине фонтана сделан деревянный настил, и желающие могут попытаться пробежать через чрево бутылки, постаравшись при этом не намокнуть. А это бетонное изваяние оповещает, что тут расположен русский винный дом Абрау-Дюрсо. Сезон летних отпусков давно позади, поэтому сейчас здесь мало туристов и посетителей, хотя природа именно осенью демонстрирует все свои краски. В 2005 году, а это на минуточку 14 лет назад, когда я тут с семьей был в предыдущий раз, была лишь вот эта аллея, ведущая от завода к озеру Абрау. Сейчас же здесь настолько все изменилось к лучшему, что просто ничего не напоминает о прошлом.
Как пишут в открытых источниках, в настоящее время ЗАО «Абрау-Дюрсо» на 58% принадлежит бизнесмену Борису Титову, еще 42% одноименному государственному унитарному предприятию. Местные экскурсоводы утверждают, что с приходом именно этого инвестора произошли такие разительные перемены к лучшему. На берегу озера сделана смотровая площадка, а по всей видимости она же служит и площадкой для выступления приезжающих артистов. Фонтан вдалеке от берега работал все время, что мы тут были. А перед ним на воде расположены еще и цветомузыкальные фонтаны, или как их тут называют, танцующие фонтаны. В ютубе есть красивые ночные видео об этих фонтанах. Я не счел нужным без разрешения автора вставлять чужой контент в свое видео. Лучше посмотрите мои следующие ролики о прогулке по озеру на пароходе «Шампань». Там я расскажу о красивых зданиях, расположенных на берегах озера Абрау. Вот эта прибережная тропа ведет как раз к причалу, где швартуется этот пароходик на электрической тяге. А по пути можно посидеть или покататься на скамейке, качелях между названиями Абрау и Дюрсо. Вот это тот самый пароходик, но о нем самом, об истории его создания, о создателе и прогулке по озеру в следующем видео. Эта арка не только вход на причал, а еще и достопримечательность, у которой фотографируются молодожены в свадебных одеяниях. Вот, пожалуй, все. Насладившись красотами в самом селе, мы продолжили наблюдать за буйством красок осени из окна рейсового автобуса, который нас доставил туда и обратно. На склонах гор растут вот такие красивые осенние деревья и кустарники. Друзья, спасибо вам за просмотр этого видео. А еще я благодарен всем, кто подписался на мой канал, подключил оповещения о новых роликах на моем канале и оставил комментарий под моим видео. Делитесь ссылками на этот ролик со своими друзьями. Пока-пока!